Всем привет и добро пожаловать на кухню Nordic Balance, где мы с вами готовим вкусно, красиво, быстро и самое полезное. Сегодня, дорогие друзья, мы с вами приготовим пирог с яйцом и с зеленым луком. И вы представляете, этот пирог можно есть всем. Тем, кто на диете, тем, кто придерживается кето-питания и тем, кто вообще любит просто покушать. Итак, дорогие мои, что нам для этого нужно? Все очень просто и быстро. Значит, у нас для этого пирога, для теста идет 200 грамм сметаны, 200 грамм соевой муки, 4 яйца. Я также в тесто добавлю 2 ложечки порошка разрыхлителя и чайную ложечку порошка чесночного. Для того, чтобы украсить наш пирог, я взяла чайную ложку льна. И для начинки нам понадобится пучок зеленого лука. И я взяла, у меня были небольшие яйца, маленькие, я их взяла 7 штук. Так вообще можно взять 6, этого будет достаточно. И вот 1 столовая ложка майонеза, тоже для начинки. Ну и, конечно же, соль, перец по вкусу. Итак, начинаем делать наш пирог. Тесто, прежде всего, мы начнем со сметанки, которую мы смешаем вместе с яйцами. Так вот, и потом добавим муку. Так, сейчас мы добавим 4 яйца. Бум. И сразу же в ход пойдет и наша соевая мука. Теперь мы немножко в скорости пошумим с вами. Чесночный порошок я также добавляю сюда. И разрыхлитель. То есть все настолько просто, дорогие мои. Все сразу же раз поместили в одну посуду и начинаем взбивать. Так что сейчас немножко пошумлю. Вот так вот. Тесто получится у нас такое относительно жидкое. Вот так оно выглядит. И такое желтенькое за счет яиц и нашей соевой муки. Вот и все, тесто готово. Прекрасно. Теперь мы отставляем наше тесто в сторону и приступаем к начинке для нашего пирога. Тарам! Я беру еще одну форму и все просто-напросто смешиваю. Этот самый пучок лука. Так, с яйцами, которые я порезала самой обыкновенной яйцерезкой. Упс, у нас выпал кусочек. Мы его сейчас поднимем, ничего, да? Вот, теперь я добавляю сюда же немножечко, буквально вот 1 столовую ложку, как я сказала, майонеза. Не волнуйтесь, если качественный майонез и вы добавите буквально 1 столовую ложку для теста, с вами ничего не случится. Вы не наберете вес и все будет немножко... Так, сейчас мы немножко подсолим и все будет вам в радость. Буквально чуточку подсолю и поперчу. Так, вот так вот у нас будет. Теперь мы это все вымешаем. Вы видите, как все быстро у нас происходит. Сейчас я возьму ложечку. И мы это все с вами вымешаем. Просто рукой, ложкой. Вот так вот. Раз. Не нужен никакой миксер, ничего. Вот у нас получается такая красивая, чудесная, такая, можно сказать, весенняя начинка. Да, вот эти цвета, как желтые лилии и зеленые стебли. Это наш зеленый лучок. Все, готово. И начинка, и тесто. Берем форму. У меня 24 сантиметра. Немножко наливаем масло. Турум-турум-турум. Все. Смазываем нашу форму кисточкой, чтобы у нас ничего не пригорело. И сейчас мы с вами выливаем первую часть нашего теста в эту форму. Видите, оно такое жиденькое. Опс. И этого достаточно.
Так, и теперь мы можем с вами немножко его так разровнять. И мы на него высыпем нашу чудесную весеннюю, как я уже сказала, начинку. Дорогие мои, вы знаете, я этот пирог делаю сегодня, потому что к нам приходят наши детки. Часть из них вегетарианцы, и, соответственно, они не едят мясо и рыбы и так далее. И вот этот рецепт я уже пробовала, им очень он понравился. И, конечно же, поэтому я на сегодняшний ужин делаю из вегетарианских блюд именно вот этот рецепт, этот пирог, который, я уверена, вам очень понравится, потому что он такой быстрый, легкий и вкусный, что вы можете это также делать для своей семьи, невзирая на то, вегетарианцы они или нет. Так, это мы отставляем. Пятнышко мы вытираем. Так, у нас все чисто, красиво, вы знаете меня, я очень-очень люблю. Вот так вот, смотрите, как шикарно это все смотрится. Вот посмотрите только, вообще празднично, радужно и веселенько. Вот такая у нас начинка получилась, видите, да? И теперь мы эту начинку опять же заливаем вторым слоем. Вот так произвольно. Все очень легко и все очень красиво будет. Так, сейчас я немножко помогу лопаткой, ничего, что я так вот перекрою кран. Вот так вот. Попробуйте, ребята, экспериментируйте. Это не пшеничная мука, она вам никакого вреда не принесет. Здесь один протеин в соевой, извините, муке, да? Вот, все. Наш пирог, по сути, готов для того, чтобы мы его отправили в духовку. Теперь я немножко так вот его, тесто это распределю. Видите, как получается у нас? Так вот. Все очень красивенько и равномерненько. И я присыплю наш пирог семенем льна. Бум-бум. Так, вот здесь еще подотрю. Так вот, чудесно. И теперь беру чайную ложку льна и присыпаю наш пирожок. Он будет таким нарядным и красивым. Вот, по сути, все уже готово. И сейчас я отправляю наш пирог в духовку на 180 градусов, где-то на минут 35-40, больше не нужно. Вот, дорогие мои друзья, такой вот у нас получился пирог. Теперь я его дружно отправляю в духовку, и когда он будет готов, я обязательно сделаю фотографию и в разрезе и покажу, какой он красивый получился. И вкусный, расскажу этот вкус. Так что идем в духовку на 180 градусов на 35-40 минут. 30 минут прошло, дорогие мои друзья, и наш пирог готов. Включаем наш алярм. И вот смотрите, как он у нас выглядит. Красивый, румяный, он очень хорошо поднялся. Та-дам! Посмотрите, как он выглядит. Вы видите, какой он чудесный? А какой он вкусный, дорогие мои друзья. 30 минут и 10 минут на готовку. Все прекрасно, все вкусно. Сейчас он немножко остынет, я его открою. И в разрезе обязательно сделаю для вас фотографии. Так что готовьте, не бойтесь кушать, не бойтесь еды. Можно приготовить то, что будет полезно, вкусно и никак не отразится на вашей фигуре. До новых встреч! Пока!